Кулите подписчики, несколько дней или недель назад, не знаю, когда я смонтирую это видео, вышел новый релиз одного из самых нашумевших фан-проектов по ежу — Sonic P06. Теперь мы сможем пройти уровни из истории Сильвера и заценить новые плюшки, которых не было в оригинальном СНГ, но появились здесь. Название этого ролика немного кликбейтное, потому что я затрону не только проблемы этой демки, но и ее достоинства. Однако вы сами понимаете, что минусы намного проще найти, нежели плюсы. House X, я надеюсь, что ты это смотришь, потому что субтитры на английском писал прежде всего для тебя. Без негатива. Этим роликом я хотел продемонстрировать проблемы, которые надо пофиксить, а не засрать твой проект. Я его обожаю и желаю тебе довести его производство до конца, так как СНГ — игра, которая подарила мне много хороших воспоминаний и эмоций. Так что без обиды, если чё, если ты правда это смотришь, то записывай на бумажку, а зрители, вам желаю приятного просмотра. Ну и конечно же, желаю вам быстрой подписки на мой телеграм. Так, поговорим прежде всего о новых способностях. У Сильвера уже достаточно давно в этих демках была способность под названием Психовыстрел. Серебряный швырнет шар из психокинеза во врага, который вырубит его и откроет робота или монстра для атаки. Но иногда у этой штуки бывают свои приколы. Этот шар будет просто крутиться вокруг врага и в него так и не попадет в итоге. Это выглядит одновременно и очень угарно, и очень тупо. Надеюсь, в следующем релизе поправят. За Blaze и Эми мы никогда до этого не играли в P06, но им тоже добавили по одной новой способности. У Blaze это... Воронья атака... Что? Ну, короче, теперь она может атаковать руками и сносит по одной единице хп. Этот прием, по мне, лучше использовать на слабеньких шелупоньках, которые ложатся с одной тычки. А у Эми это спин-атака молотом. В воздухе надо нажать B, если играете на Xbox, и Эми сделает удар, похожий на тот, который был в первом адвенчере. Интересно то, что теперь ежиха может бить пика-пика на ходу. В оригинале, насколько я помню, игра вас останавливала, из-за чего терялась динамика и набранная скорость. Да и вообще тут, походу, весь мувсет за Эми взят из СА1. За всех двух девочек было очень приятно играть. Благодаря Blaze мы сможем пробежать уровни быстрее, чем за Сильвера, а за Эми... Ну, мы просто отдохнем от психокинеза, а то иногда задолбишься постоянно швырять в роботов все, что под руку попадается, и захочется чего-то другого, а тут опа, и у тебя там, условно говоря, Блейз стоит за дверью или Эми. И это не давало мне заскучать на больших уровнях. Кстати, насчет швыряния всего во врагов, это я поторопился. Не все будет дамажить роботов. Например, на Radical Train либо я анлаки, либо лопаты, грабли и прочая мелкая фигня правда не наносит урон. Почему? Сделаем небольшой перерыв и скажу, что я играю в окне и заметил странное название игры. Так, House X, це шо? Продвигаешь свой проект, который параллельно с P06 делаешь через этот самый P06 чешо? Я не понял. Переходим к другим уровням и идем сразу к шарику, потому что меня он и его реализация волновали больше всего. В первом зале, который я называю бильярдом, шары сами позакатывались в лунке. Я даже ни разу их не толкал. Нужно было просто немного времени. Я же помню, что Шиноби — это тот, кто ждет и терпит. Бегаем по уровню, играем за Эми, снова бегаем по уровню, и вот он, момент X. Шар какого-то черта сам начинает катиться. У него, походу, какой-то скрипт прописан, не совсем понимаю зачем, или наоборот, не прописан. Просто было рафляно, когда я пошел получать апгрейд для героя, о котором мы поговорим позже. А шар тем временем уже выкатился в главную комнату, где его быть не должно. Я сразу же заметил, что ящики, которые стояли у ям, заменили на кирпичные стены, что наверняка будет мешать шару летать в пропасти от самых сильных толчков. Но тем не менее, в яму он закатывается от ударов от колонны. А вот чтоб жизнь малиной не казалась. Прошел я этот отрезок с первого раза, но каким образом? Ну, не совсем честно. Да короче, я решил протестить, как шар будет вести себя, если толкать его вазами. В оригинале игра понимала, что ты жульничаешь, и снимала дофигища попыток за раз. Тут же это в учет не взяли, и я спокойно докатил мячик благодаря объектам с уровня. Лол. Ладно, я знаю, что сейчас найдутся нытики, которые скажут или в комментах напишут, что я не получил полный экспириенс. Без проблем. Вот, на ваших глазах в лагучем футаже закатил шар в яму и иду к финишному камера. Ладно, не проблема, попробуем еще раз. После неудачной попытки шла удачная, и вуаля, я все прошел. Прикольно еще, что ближе к последней лузе, в которую надо было закатить шар, сделали трамплин, а сама финальная яма, в которую должен закатиться шар, будет его засасывать. Короче, теперь эта секция проходится не сложнее, чем получение S-рангов Forces. Когда мы заходим в игру, мы можем сразу же наблюдать, что появилась система сейв-файлов. Отлично, по файлу сохранения для каждого члена семьи, для мамы, бабушки, младшего брата и даже бати. Тут можно выбрать один из ярлыков в виде головы персонажа, отрендеренной в 144p. Сразу ставим игру на максимальные настройки.
Ах, да, я же блогер от народа. И идем гонять по левелам. Перед началом прохождения на некоторых уровнях будет небольшое интро, что не может не радовать. Это правда выглядит очень круто, что на Crysis City, что на Tropical Jungle, что специальное интро на Kingdom Valley. Кстати, на последнем немного поменяли акт в начале. Теперь там есть возможность проехаться по воздушному потоку. А еще я не замечал, что подобное было в предыдущих демках, но теперь персонажи будут смотреть на врага, которого можно будет задамажить автонаводкой, будь то Хоминг, Хаоспир или тот же Психошар. Это очень удобно, учитывая, что некоторые вражины могут находиться за пределами камеры и их тупо не видно. Очевидно, что если мы говорим про игру по Сонику, пусть даже фанатскую, то невозможно не упомянуть про приколы с камерой. Их тут достаточно. Например, когда вы бежите от снежного кома за Блейз, игра будет просвечивать, что находится под полом. На Crysis City был еще анекдот. Чисто подошел к вот этой... Чё это? Была какая-то... Короче, к вот этой фигне, и в моем футаже начался сущий кошмар. Такой же ужас был на Dusty Desert, когда я просто слегка повернул камеру. Еще можно включить X-Ray за Blaze и глянуть, что находится за стенами. Скриншот я сделал, когда мой друг играл в демке в Дискорде, так что это реально. Я уверен, что там куча подобных приколдесов были, но вот самые основные я вам показал. Что мне еще не нравится, так это эффект, который наложен на Aquatic Base. Это субъективно, но нужно упомянуть. Я даже вроде говорил об этом в ролике про релиз Shadow, но повторю еще раз. Если вы смотрели мой игрофильм, то знаете, что Shadow и Silver перемещаются в прошлое. И House X решил это показать с помощью эффекта Чешо. А если игрофильм не смотрели, то чтобы у вас геморрой вылез. Бегом смотреть! Мне эта тема с наложенным эффектом не нравится. Было такое, что я банально потерялся и не знал, куда идти дальше. А на полу, оказывается, была печать Сильвера, которую при таком освещении фиг заметишь. Да и плюсом она еще иногда появляется и исчезает, и сливается с полом в целом. Коль мы залетели на Aquatic Base, то упомяну, что тут можно будет поиграть за Shadow, и ему немного поменяли анимацию. Теперь его движения кажутся более плавными, и я кругов так 5 намотал на этом уровне за черного, ибо залип на его движение. Но ладно, касаемо компании Shadow мы еще поговорим, так что вернемся к Сильверу. Пока мы далеко не ушли, быстро вкину, что камера почему-то дергается, когда ты едешь на платформе. Также я нашел баг, хотя это скорее фича. Короче, когда Сильвер посылает свой психошар в дверь, например, на Dusty Desert, то он не рассеивается при врезании, а проходит сквозь нее, благодаря чему можно заранее оглушить врагов, которые стоят за стеной. Я не уверен, что это должно так работать, так что было бы неплохо поправить. Да, кстати, насчет дверей. Поправьте вы уже их наконец. Они что в эпизоде Shadow просвечивались сквозь стену, что здесь теперь? House X докинул апгрейды на Сильвера, которые можно найти на уровне. Их всего тут 3, и последний можно будет получить на Flame Core, если игрок получит все ранги S на уровнях. Первый находится на Dusty Desert, и он даст 2 возможности. Теперь Сильвер прыжком может дамажить врагов, как Соник в каком-нибудь, например, СА-2. Его психодэш длится намного дольше. Вы можете летать на высокой скорости до тех пор, пока шкала снизу не опустеет, а до этого Серебряный делал просто рывок вперед. Второе улучшение находится уже на Aquatic Base. Он позволит запустить во врагов не просто психошар, а целое лезвие из психокинеза. Для этого надо зажать кнопку, которая отвечает у вас за психошар для заряда атаки. И после этого, как отпустите зажатую клавишу, Сильвер запустит новую шнягу. Она наносит больше урона, так что смысл в ней реально есть. Печально только, что у нее нет автоаима и придется стоять строго на той же высоте, что и враг, чтобы волна его задамажила. Ну и последнее улучшение я воспринимаю как ульту. У Сильвера появится вот такая дополнительная шкала под основной, и когда она заполнится на максимум, при активации определенной клавиши все вокруг Сильвера воспарит вверх, а затем уничтожится. Вообще, я забыл упомянуть, что рядом с Сильвером на некоторых уровнях будут бегать компаньоны. И я хотел бы предложить, если такое вообще в силах House X, чтобы друзья ежа тоже принимали хотя бы минимальное участие в битвах, а не стояли АФК рядом. Было бы классно, если бы, условно говоря, 2 удара за компаньона равнялись 1 удару за героя, которым управляет игрок. Это добавило бы больше смысла в то, что персонажи бегают с нами. Поговорим об изменениях в эпизоде Соника и Shadow. Затронем сначала последнего. Я словил небольшой баг, где Shadow при включенном хаос бусте пробрался сквозь лазерную стену на Radical Train. Было бы славно тоже с этим что-то придумать. Вы прикиньте, наконец-то сделали анимацию того, как Руж и Наклз карабкаются по диагонали и горизонтали. Наконец-то! Потому что это так криво выглядело в прошлых демках, как эти двое с анимацией карабкания по вертикали двигаются куда-то в бок. Вот что меня очень порадовало, так это новая атака Омеги. Он теперь бьет как в Хироусах, 2 атаки рукой и на 3-ю стреляет из пушек. Блин, House X походу в полном смысле понял, что Омега это настоящая машина убийств. Shadow теперь делает трюк из вот этого арта, когда удачно спрыгивает с перекладины. Вроде мелочи приятная. Еще одна приятная мелочь — камео Хауса на Kingdom Valley. Привет!
Нет, мужик, ты чё там в клетке сидишь? Посадили за уничтожение Статион Сквара? Так, теперь затронем тему уровней Соника. Первым делом упомяну, что у Синего будет вот такой красивый эффект при вовремя нажатом прыжке, когда Синий едет на доске. У Тейлза вообще по мелочи, ему просто немного изменили анимацию полета, и он поджимает руки, когда летит. У Наглза я тоже заметил мало чего нового, у него там разве что анимация при разбеге немного изменилась, и все. Я побегал по всем уровням в эпизоде Соника и не заметил чего-то нового. Разве что на Aquatic Base, когда герой становится на шар, наверное, из ртути, я просто хз, что это такое, то камера пролетит таким образом, чтобы мы знали, куда идти. Спасибо, конечно, но я не припомню, что блуждал на этом моменте ранее. Ну, ладно, может у кого-то были трудности, окей. Кто-то говорил, что у героев появилось больше эмоций, и это действительно так. Они теперь выглядят более живыми, а Эми Роуз так вообще лапочка-красоточка. На прохождение всех уровней Сильвера у меня ушло 1,5 часа примерно. А это, между прочим, на 1 час и 29 минут дольше, чем обычная переписка с девкой в Дайвинчике. В целом, демо неплохое. Не без своих изъянов, как вы заметили, но неплохое. Это тот самый Sonic 2006, но уже на ПК и с большим количеством улучшений, как графических, так и технических. Я желаю автору скорейшего окончания работы над проектом, легкого фикса багов и здоровья его маме, потому что, я думаю, вы все согласитесь, что амбиции Хаоса X просто огромные. Мэнчик, мы все ждем, когда ты наконец-то доделаешь этот P06, и мы по достоинству оценим твои старания. Спасибо тебе за твою работу, а вам, подписчики и случайно проходящие зрители, за просмотр. Увидимся снова совсем скоро. Всем удачи и ББ.